Привет, пацаны! С вами Колян. Опять печь и камины у нас. Сегодня обговорим монтаж чугунной топки. Как это делаем мы. Как я уже говорил, я никого не учу. И я просто делюсь своими работами, как это делаю я, как это делаем мы. Поэтому комменты мне там оставлять всякие, учить меня не надо. Я делюсь своими работами. И вообще на этом канале специалистам делать нефиг, мягко говоря. Это людям, которых интересует, которые хотят сделать своими руками что-нибудь. Значит, монтаж вкладышей, чугунных топок, каминов, кто как называет. Получается, они разные, но принцип установки один и тот же всегда. Получается, например, есть у нас топка. Получается, есть у нас топка. То есть смотрим, потому что все разные. Например, на некоторые топки стоят на ножках. На них низ у них выкладывать не надо кирпичом. Вот, например, Гаврилов и сыны, они там на ножках все идут. Да не только Гавриловы сыны. Смотрите конфигурацию. Но если обычная вот такая, где надо низ выкладывать, значит, как бы согласовываем с заказчиком. Если есть проект, конечно, по проекту работать вообще круто. Если проекта нету, тогда уже надо устно обговаривать. Конечно, в первую очередь мы делаем раскладку. Раскладка делается на полу, на сухую. То есть раскладываем кирпич, показываем, как будет идти дровник, куда будет подаваться воздух. Тоже там с воздухом есть вопрос, потому что на некоторых топках стоят дроссельные заслонки, надо выводить на улицу. На некоторых нету вообще. На некоторых есть заглушка под эту дроссельную заслонку, то есть она продается отдельно. В общем, такое. Все это обговаривается, завязываете низ, выкладываете. И получается, погнали, поднимаете ряда 3-4 кладки. Вот сейчас я покажу. Когда как, мы поднимали, выше 6 не поднимали никогда. То есть дровничок на 6 рядов это самый оптимальный. Обычно, в этом варианте подняли на 4 ряда и пошло перекрытие. Пошло перекрытие. Перекрытие делаем мы уголками. То есть, если арки нету, лекала выставлять не надо, то проще всего бросаете уголки или шинку хорошей толщины. И все, завязываетесь, перекрытие делаете. Значит, посередине перекрытия там будет отверстие, ближе к каналу будет посередине отверстие, куда будет подаваться воздух на вдув топки. И в принципе, то есть перекрываем, как лежит кирпич с правой стороны. Вот так вот раз, тычком пошли. Потом что под стеной ряд, раз, тычком посередине оставляем. И делаем установку топки. Устанавливаем топку, выставляем ее, делаем подкладочки, я там дальше покажу, чтобы она не шаталась там по сторонам. Выставляем, естественно, по уровню, вертикаль, горизонталь проверяем. Конечно, есть там моменты, которые все в видео сразу не покажешь. Вот так вот оно выглядит, когда она уже установленная. Когда мы перекрыли, то есть тычком перекрыто, посередине оставили отверстие для забора воздуха на саму топку. Повторяю еще раз, пацаны, на саму топку, это не на не в поддувайло, не на костер, а на на теплосборник, на рециркуляция теплого воздуха будет идти. Не надо путать, потому что путают там.
Поддувайло там стоит снизу под стеклянной дверцей. Туда будет идти подача. И все, и можно раскладываться, потихоньку обкладывать. Обкладываем топку, оставляем хорошие зазоры по бокам. Ну, не меньше, чем на пол кирпича. До самой топки по сантиметру не доходим. Потому что чугун, если вот возле наличника, возле самой дверцы обкладываем, до наличника не доходим. Потому что чугун сильно расширяется и будет рвать кладку, будет трескаться облицовка, что там будет, чем будет печь облицована. Поэтому лучше вокруг наличника, который идет вокруг стеклянной дверцы, мы подкладываем шнур. Или асбестовый, или там из другого материала есть, забыл как называется, который идет вокруг, закладывается вокруг двери, можно заложить. И все потолще размером взяли, и пусть живет себе там спокойненько. Ну и бока тоже, по бокам оставляем хорошую воздушку. Пол кирпича мы оставляем минимум, то есть то оставляем мы на кирпич на 1,5, где-то когда бока закладываем. Закладываем бока, поднимаем боковые стеночки, перевязываем вверх. Сверху есть момент, пацаны. Если верхняя крышка смещена вперед, то получается не дает вам как бы положить кирпич над дверью, там где вам надо завязаться. Поэтому что делаете? Мы делаем в таких случаях, ложим уголок на ребро, ложим уголок, зарезаем кирпич, чтобы он одевался на него. То есть и первый ряд проходит над топкой, на ребро ложим. Второй ряд чуть больше кусок идет. И третий ряд уже полноценный ложок идет, там третьим рядом перевязали. Ну, карниз там по желанию, надо, не надо, там с заказчиком согласовали такое. Если надо, хорошо, не надо, тоже неплохо, нормально. Ну, завязали верхний ряд, перевязали. И в принципе можно размечаться на теплосборник. То есть размечаемся, делаем разметку на потолке, на стенах для профиля, чтобы набрать каркас. То есть особого ума, я сейчас покажу, конечно, особого ума там не надо. Я подозреваю, что пацаны, те, которые берутся за камины, каркас для них это, семечки, я так понимаю. Особо там не надо рассказывать. Такое, сейчас я покажу пацаки по каркасу. То есть, вот так вот. Вот у нас каркас. Там, где стрелка была, это делаете отражатель. То есть мы всегда делаем двойное дно. Здесь потолок панельный, а если деревянный, то обязательно. То есть мы накручиваем гипсокартон, вот так вот делаем двойное дно, для того, чтобы не передавалось на деревянный потолок тепло. Все, набираем каркас, обшиваем тоже фольгой, так как и стену фольгируем. Это офигительный, пацаны, дает эффект. То есть этот отражатель, никого не слушайте, дает бомбезный эффект вообще. И самое главное, что я забыл сказать. То есть установили топку, завязываем сразу дымоход. То есть только топку установили, можно даже не закладывать бока. Сразу подключаете дымоход, выводите, посадили все там на герметик, проверили, на тексы, мы тексами прижимаем трубы. То есть соединили все, замазали, проверили, можно легонько затопить, посмотреть, что там все функционирует. Потому что, что такое теплосборник, пацаки? Это теплосборник, там 2 часа работы его зашить. То есть проверили, все ок, все набираем теплосборник, фольгируем, зашиваем, как бы вопросов дальше. Дальше дело техники, как говорит мой напарник, дальше дело техники. Ну вот, мы видим, установили, просматриваем топку, вот так вот подкладываем уголочки, чтобы нигде ничего не хиталось. То есть в дальнейшем они прижмутся кирпичом. Поэтому будет все нормально. Заложили топку, короб, понятно,
то есть я уже показал. Подключаем дымоход, вот пока в таком положении она стоит. Подключаем дымоход. Воздуховоды, пацаны. Чуть не забыл. Воздуховоды выводим, вот вы видите, то есть вот эта гофрированная труба опускалась туда, но это другой камин, потому что у меня сел телефон, я не смог снять вот эту топку, которую в начале, то есть я снимал. Это с другого объекта, то есть другой камин, но принципа сути это не меняет. Вот воздуховод, то есть опускается туда в трубу, но это со второго этажа, потому что здесь, вот здесь на втором этаже шел еще короб вокруг этого дымохода. И короче, вот эта труба опускалась туда в теплосборник. Из теплосборника уже подается труба, шел этот самый, подача воздуха на соседнюю комнату. И с этого короба, которым обшито, на то циркуляционное окно сюда было на эту спальню. То есть, а в других вариантах, прямо с теплосборника, с того, который обшит фольгой, мы выводим на комнаты, то есть тоже наверх, на соседнюю комнату, одну, вторую, а там ставятся решетки с жалюзями на эти самые. Если в случае надобности, чтобы можно было закрыть, прикрыть, отрегулировать там и так дальше, подачу тепла. Потому что есть люди, которые не любят, когда сильно жарко, а с чугунной топки прет именно каленый такой железом горячий воздух. Поэтому решеточки и жалюзи обязательно. Ну вот как бы практически подходим к концу. Везде все изолируем, если деревянные перекрытия, вот это асбестоволокно. Если нету базальтом, отверстия делаем всегда пошире. Ну, чтобы по боках было, ну, минимум на пол кирпича, сантиметров 12 от трубы от этой. Такое. Что еще? Ну, это мы заизолировали вот эту гофру, обвернули такой штукой, она там фольга с каким-то, тоже какое-то стекловолокно, которое не горит и запаха не издает, чтобы опустить сюда, в этот самый, ближе к дымоходу. Вот эта нижняя труба, это голая пошла, специально, чтобы на второй этаж подавалось тепло, а вот это уже верхний сэндвич. Ну, вот такого плана. Зашиваем, когда когда уже смонтировали, там все развели, зашиваем гипсокартоном жаростойким. Иногда в один слой, иногда в два слоя. Ну, сейчас покажу. Ну вот, уже обшитый, то есть гипсокартоном и фольгой. Ну, вот так вот он выглядит. Обшиваем, закручиваем. То есть иногда берем тонкую вату, там базальтовую, сантиметр-два ложим, сначала обкручиваем каркас, а потом прижимаем гипсокартоном. Ну вот так вот получается. Сейчас на выходе я покажу какое. Такого плана. Закручиваем. И сейчас подходит вот. Вот такого плана получается. На выходе уже, когда заканчиваем. И здесь еще несколько фоток я вкинул, другие варианты. Сейчас посмотрим. То есть нормально. Вот этот камин, который мы сейчас смотрим, здесь комната 40 квадратов где-то, 36-40 квадратов. Там в этой комнате, ну правда весной было, но дышать нечем было. И две соседние, раздача идет по двум соседним комнатам. Этот тоже стоит, вот этот в кухне-студии, это большая кухня-студия, тоже его хватало, вот это маленький, но на кухню-студию хватало с головой. И здесь я вкинул сейчас фотку одну, я забыл сказать за конденсатосборник, вот его здесь видно, на этой фотографии он есть. То есть ставим, если труба идет понутри даже, ставим конденсатор, вот на этой фотке труба идет понутри, 3 этажа.
То есть, в принципе, она не промерзает. Но мы на всякий случай конденсатосборник поставили. Там трубочка и ведерко маленькое сзади висит. Оно все закрытое, чтобы не воняло. Ну, вот такие вещи получаются на выходе. Ну все, пацики, до новых встреч. Видосы буду скидывать. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комменты. Все, спасибо, пока-пока.